Сколько городов-миллионников ты знаешь? Обычно все называют Шанхай, Пекин, Гуанчжоу. Возможно, кто связан с бизнесом, еще знает Шэньчжэнь и Нинбо. Но знаете, в Китае ведь больше 100 городов-миллионников. Мы сегодня в одном из них. Так что сейчас на моем пути я вам представляю город Чанша. Оставайтесь со мной, это будет интересно. Давай заглянем в интернет и посмотрим, что он нам расскажет про Чаншу. Чанша. Вики, какие достопримечательности... О, район Кайфу. Так, ладно. Побратим с Ульяновском. Вот. Бла-бла-бла. Мао Цзэдун. Дальше Мао Цзэдун. Председатель Мао. Ну тогда с этого и начнем. Город Чанша находится в провинции Хунань, имеет население 10 миллионов человек, река, на которой он стоит, называется Сянцзян, а площадь города составляет 12 тысяч квадратных километров. Ликбез окончен, перехожу непосредственно к моему пути. Итак, знакомство с известными местами началось, конечно, с похода на голову. Которая самая большая в мире. Которая принадлежит молодому Мао. Короче, покажу через пару минут. А вот путь был не из простых, по ряду причин. Во-первых, во-вторых, и в итоге, просто скажу вам, что сейчас 41 градус днем. И, возможно, вы меня все равно не поймете. Дело в том, что здесь влажность очень высокая, и из-за этого ощущается немножко больше, чем есть на самом деле. И поэтому съемка видео становится еще труднее, но я надеюсь, я это сделаю, и камера меня не подведет. Полетал я на дроне, оказалось, что тут ничего интересного абсолютно нету на этом острове. Поэтому самое интересное это то, куда мы едем. Поэтому стоит все-таки ехать, а не идти. Потому что идти 3 километра по жаре плюс 41. Извините. С другой стороны, я хотел всегда покататься на паровозике. И вот, в свои 29 годиков я впервые еду на паровозике. Не подумай плохо, парк шикарный. Но мы уже настолько искушенные китайскими парками, что идеальные газоны, дорожки, искусственные озера и прочая декоративная красота уже не привлекают нас. Если забыл почему так, то смотри видео предыдущие из других городов. В общем, вышли из паровозика и мы подходим к ней. Я надеюсь, что это действительно так, потому что пока что мы ничего не видим. Да? Где мама? Где мама? Там? Значит там. Еще 10 минут без тенька по асфальту, и вот оно.
Не буду строить из себя умного, я не читал Википедию сейчас перед тем, как подготовиться к этому видео, потому что тут много всякой информации, она нудная и все такое. А самое важное, что нужно знать, это самая большая голова Мао в этой стране и, скорее всего, на этой планете. Знаешь, когда-то я жил в Волгограде и посещал родину мать, и это вряд ли что-то переплюнет, но Мао впечатляет тоже. Эта статуя выглядит величественно, необычно и находится в самом подходящем для этого месте. Предлагаю послушать специально приглашенного эксперта в области гигантских голов. Как бы голова прикольная, большая, молодой, симпатичный Мао Цзэдун. Вот, ну, как-то тяжковато в такое время. Это мы вынесем в анонс. Голова прикольная, она сказала. В общем, если бы не жара, то можно было бы там погулять побольше. Однако пора уже знакомиться и с самим городом. Начать я решил вот с такой приколюхи. Видите, за моей спиной вот такие шланги какие-то непонятные. И они, короче, идут вот из здания, короче, вот сюда. Знаете, что это? Если честно, я думаю, не я один такой. Я подумал, что это гриб. Такой изогнутый гриб, который упирается в стену. Но нет, это миска, из которой выпрыгивает лапша вот прямо на тротуар. Да, следующее место, интересовавшее меня, это Лапшичная улица. Или улица Лапши. Только посмотри, как здесь все сделано. Здесь все посвящено не только лапше, но и еде в целом. Вот, например, сзади меня сейчас вот перец на стенах висит. Почему бы и нет? Здесь вообще любят очень острую еду. И одни из самых популярных блюд здесь, это там, ну понятно, что там какая-то рыба острая, там мясо, это все неинтересно для нас. Самое интересное это черный тофу. Если честно, как-то нет желания его пробовать, потому что я его уже пробовал года 3 назад в своем городе, в Юнкане. Впечатление было не из приятных. Черный тофу — это такой тофу, который пережаривается много раз, покрывается черной коркой и, ну, говорят, что он воняет, но вообще для меня он как-то не особо воняет. Но пробовать его второй раз я не хочу. Тем более, что уже есть ролик на YouTube, в котором я это все делал, правда, на другом канале. Зацените его. Тофу. Вот он, черный тофу. Черный тофу, черный. Вот как вот это выглядит? Фу. Ну это гадость. Я знаю, Андрюх, ты это смотришь, у тебя мурашки по телу побежали. Но это история, это уже история. А на этом канале я черный тофу не хочу пробовать. Лучше мы попробуем что-нибудь другое. И мы попробовали лапшу с говядиной. Спасибо. Ну что, будем пробовать? Давай, пробуй. Как правило, на ребенке сначала надо испытать. Ну, слушайте, на самом деле это отличается от того, что мы едим в Юнкане. Специи. У нас все вопрос в специях. В Китае всегда вопрос специй. Ничего особенного, просто лапша, просто что там? Это говядина. Говядина, всякие орешки. Это горох. Горох, кукуруза, орешки. Ну и все. Здесь в том числе, когда ты говоришь, что мне не остро, она все равно будет немножко острая. Надо учитывать. Но мы привыкли. Честно тебе скажу, лапша действительно суперская. Одна из лучших, которые я пробовал за все эти годы в Китае. Стоит всего лишь 14 юаней. Вот так новость. Тем лучше. Ну а я прогулялся до конца этой улицы и... Но тут я встретил вот это. Мне вспомнилась деревня русская сразу. Однако это не то, что вы подумали. Вот там вот на табличке мой переводчик перевел как кустарник. То есть, по идее, это, наверное, ваза для дерева. Вот и все. Это даже не назвать улицей, это просто маленький колокол. Блин, он картонный.
Но это... Китай не перестает удивлять. Оставляйте комментарии, почему этот колокол вот здесь вот, во-первых, он картонный, во-вторых, он висит над двумя дырками в полу. Что это может быть? Давайте все ваши результаты под видео, самые лучшие я выберу и отправлю открыточки вам, да, на самые лучшие комментарии вот по этому поводу. Это будет очень интересно. Давайте все возможные, реальные, нереальные выдумки, приколы, все пишем в комментариях. Критерий отбора нет, просто которые мне понравятся, 3, тем открыточки вот лично отправлю. Пока что канал не миллион, на iPhone я не могу дарить, а вот открыточки с удовольствием. Здоров, ты что там делаешь? Ты кустарничек? Кустарничек. Еще одна местная достопримечательность – это вот такая надпись «Чанша». Она очень известна, непонятно мне по каким причинам, но о ней все знают, чуть ли не весь Китай, и приезжает сюда с ней сфоткаться. Я не могу объяснить, чем она знаменита, но в любое время суток здесь собирается толпа тиктокеров, которые будут снимать видосики и фоткаться. Фотки выставлять в WeChat, все одинаковые, с одинаковыми позами, а видосики в ТикТок китайский, который называется Douyin. А мы со своим ютубом пойдем дальше. В таком вроде бы и таком современном районе затаился такой старенький переулочек, где вроде бы ничего особенного, да, вроде бы там обычные коробки вот эти везде стоят, такие же, как и в СНГ, вот эти вот жилые, да, муравейнички маленькие. Но тем не менее они разукрасили все, сделали такую тему лапша. Мы же любим лапшу, мы все ее едим, и весь мир в принципе ее ест, поэтому давайте сделаем. И сделали такую вот достопримечательность. И, по-моему, это прикольно. Как минимум можно прийти, заказать лапшу. Да, и сказать, что это улица лапши. Да. Ну, есть одно но. Эта улица занимает примерно метров 100 в длину. Что-то я не упоминаю про гостиницу и цены. Дело в том, что в этот раз мы не снимали жильем, потому как приехали мы повидаться со своими друзьями Ильей и Юлей, с которыми, кстати, сняли предыдущий видос про учительство в Китае. Если тебе интересно, то заглядывай на одно видео назад. Короче, одним вечером я решил узнать у ребят, что они лично думают про этот город, в котором уже живут около года. Чанша хороший город. Здесь климат такой себе. Ну, такой же, как в Юнкане, наверное. Зимой неприятно холодно и отопления нет. А летом очень жарко. Но комфортно здесь жить. Здесь город большой, но не такой, как Шанхай. То есть здесь еще можно передвигаться, даже на том же велосипеде на работу езжу. Ну давай, что тебе больше всего нравится и не нравится? Больше всего нравится, ну, здесь люди относительно вежливые, относительно того же Юнкана. Здесь удобно довольно передвигаться, не сильно прям все загружено, забито, не сильно все далеко расположено. Что не нравится, еда здесь не очень нравится, особенно местная, ее очень сложно употреблять. Она то острая, то с какими-то штуками непонятными, костьми, жиром. То есть местной еды выбор мы как-то не нашли. Цзиньхуа было лучше? Там местной еды как-то больше интересной. Тот же даже жареный рис в Цзиньхуа, он был вкусный. Везде разный, но прям нормальный. Здесь же жареный рис, это прям масляный, перемасленный максимально. Просто кусок какого-то кукурузного масла с рисом и чуть-чуть там пару капелюшечек мяса. Это надо еще отдельно мясо дозаказывать, чтобы более-менее наесться. А как же черный тофу? Черный тофу нет. Скажем нет черному тофу. Кстати, это не постанова, я никого не предупреждал, а просто внезапно начал Илью спрашивать про город. Так что он сказал первое, что пришло в голову. И я думаю, это самые искренние слова, которые можно выцепить у местного жителя. А теперь немного образовательного контента. Алкоголь – зло. Особенно если положить просека в морозилку и забыть. Иначе вот, придется размораживать все в кастрюльке, а твоя дама сердца, возможно, захочет тебя убить. Такие вот дела. А мы переносимся на главную улицу Чанши.
Слушайте, ну, честно говоря, такой культ еды, как в Чанше, я давно уже не видел нигде. Ну, то есть, понятно, в Китае, в принципе, культ еды очень сильный, но вот настолько... То есть, если вы приходите на главную улицу в Шанхае, то там будут всякие Эпплы, Дольче Габбана и прочее вот это все. А если вы приходите в Ханчжоу, в принципе, то же самое, там тоже всякие бренды, Samsung, Nikon и так далее. Но если вы приходите в Чанша на главную улицу, то тут будет только еда. Реально. Нет, я видел там магазины тоже Apple, Huawei, но, блин, реально одна еда. Везде, везде только еда. Ничего нету, кроме еды. Еда свежая, жареная, не свежая, упакованная, не упакованная. Больше всего, конечно, лапши и свинины. И вот они все зазывают, вот именно вот так вот зазывают. Не пойму, что она говорит. Да, к сожалению, я пока тебе не показывал Шанхай по причине всяких там вирусных ситуаций, но когда это случится, ты сразу увидишь разницу, хотя предназначение и принцип всех центральных пешеходных улиц один. Кстати, давно не упоминал черный тофу. А вот и тот самый тофу, давайте посмотрим, как его готовят. Вот в таком количестве масла они это все и делают. Прикиньте, это все плавает в жиру, запах от этого, ну не знаю. Честно говоря, очень похоже на жареную рыбу запах. Но почему-то нашим людям не нравится этот запах. Значит, не совсем похож на рыбу. Напишите в комментариях, кто бы хотел попробовать черный тофу. Я уже пробовал. Это... Боже, что это? Это лотос тоже? Это лотос, да, семена лотоса. А это, ну, инжир. Привет моему папе, который вернулся с Турции и ел там инжир. Учитывая, что последний раз, когда мы пробовали инжир, это было в Крыму, и он был божественный. Что теперь? Что Не, с китайским? Сладкий, вкусный. Мне нравится. Да, это был наш эксперт по всему. Но знаешь, что мне не понравилось? Набережная в данном случае очень скудная, хоть и длинная. Особенно вспоминая маленький Ли Шуэй, который раз в 10 меньше Чанши. Ну, у каждого города свои плюсы. Зато в Чанше везде еда и тиктокеры. Тиктокеры. Идем дальше. Ну что ж, моя экскурсия подходит к концу, и в финале хотелось бы поделиться моим последним вечером в Чанше. Семью я оставил дома с друзьями, взял велосипед у Ильи и направился на вечернюю набережную. Это, пожалуй, самое, наверное, крутое, что я видел за эти 2 дня в Чанше. Сейчас я даже комментировать ничего не хочу. Просто хочу постоять здесь и понаблюдать.
На самом деле я за 2 дня так и не узнал этот город. В некоторые города приезжаешь и чувствуешь, что ты их уже знаешь. А в некоторые, вот как с этим, я его не знаю. Я лишь показал и побывал в паре мест и попытался максимально передать то, что было у меня на пути. Конечно, хотелось бы, чтобы на такие города уходило гораздо больше времени на съемку, хотя бы неделя. Но, увы, у меня пока что таких возможностей нету. Возможно, когда-нибудь этот канал наберет свои первые 10 тысяч подписчиков, и тогда, возможно, что-то изменится. Но пока что каждая такая поездка – это лично мой отдых, лично мои выходные, лично мои силы и затраты. Это канал «На моем пути». Меня зовут Евгений. На моем пути была Чанша. Будьте свободными, будьте здоровыми и путешествуйте.